Всем привет, дорогие друзья! Начинаю уже такой настоящий майский влог, потому что сегодня 1 мая, и мы его празднуем у нас в саду. Погода нам сопутствует. Мы боялись, что будет холодно, или не будет солнца, или будет пасмурно, или будет дождик. Нет, погода хорошая, не слишком жарко, но соответственно так, чтобы можно было посидеть в семейном кругу и насладиться той атмосферой, которая сейчас вокруг нас. Я вам немножко сейчас поснимаю и покажу, какая это атмосфера. У нас очень вкусно пахнет, потому что муж жарит шашлыки, и у всех уже просто желудочные соки на исходе. И мы уже ждем с нетерпением, когда же наступит этот момент. Но перед тем, как мы начнем кушать, я вам сейчас покажу, как мы подготовились и что мы будем кушать. Ну и наконец-то наступил этот день, благодать. Муж жарит шашлык. Мы накрываем на стол. Вот второй пирог, который я пекла. Здесь у нас салатик, хлебушек, домашняя горчица, домашний кетчуп. И будет шашлычок, будет чай, будут напитки. И вот так вот под деревом будем встречать 1 мая, первый наш такой весенний летний пикник, когда удалось наконец-то выйти в сад и кушать на свежем воздухе. Стою и наслаждаюсь этим моим кустиком. Он хотя и не слишком так приятно пахнет, не скажу вам, что это приятный запах, какой-то такой аромат духов, нет, но та красота, которая меня окружает, и вот этот вот такой пышный цвет, он очень хорошо на меня влияет. Я люблю очень этот куст и всегда с нетерпением жду, когда он зацветет, и если есть возможность, стою и ним наслаждаюсь, любуюсь скорее всего. Он не слишком долго цветет, поэтому нужно ловить каждую минуту. Я уже сегодня в связи с пикником изрядно потрудилась, но должна сказать, что дети также очень активно помогали. Сейчас будем садиться за стол, и мне интересно, как первомайские праздники вы у себя в странах празднуете, что осталось от старых традиций, что от новых. В Польше, например, этот день раньше, когда еще были социалистические времена, конечно же, были демонстрации, но также в этот день есть религиозный праздник Юзефа Роботника, и верующие люди, когда кончались демонстрации, то шли в костел. Вот, поэтому тут как бы дублируется два праздника, так же, как и 3 мая тоже. С Конституцией 3 мая дублируется также большой религиозный праздник. Поэтому и 1 и 3 числа люди также идут в костел. Хотя официально, ну как официально, есть в костеле праздники, которые нужно обязательно посещать верующим католикам, а есть такие, которые не обязательно. То есть можно, но это не будет считаться грехом, если ты в этот день не пойдешь. Так что 1 и 3 мая как раз относятся к таким праздникам, которые не входят в список тех обязательных праздников, без которых ну никак нельзя. То есть можно пойти, а можно и не пойти. Это все зависит от того, какие у вас планы, намерения и как вы вообще считаете, и то есть от предпочтений верующих. Смена сезона и смена гардероба. Вот все с коробок, что было летнего, вынесено в другое место. Вносим потихоньку. Зимние откладываем, летние выкладываем. Работы, я вам скажу, очень много. Этих коробок 3 или 4. Дочка занимается, и слава богу, у меня на это нервов уже нету.
Вот еще коробки. Короче, видно, что этого всего. И, наверное, все мы выкладывать не будем. Пусть выберет какую-то часть. А остальное опять будем прятать. Вот и к нам пришли кроты. Вчера этого еще не было. Сегодня уже 2 таких холмика. Я надеюсь, что на этом это закончится, потому что не хотелось бы, чтобы где-то здесь появились еще такие сюрпризы. Как с ними бороться, если есть у вас какой-то проверенный способ, обязательно напишите в комментариях. Посмотрите на мой газон. Он весь зелененький. Мы недавно косили траву. И вот я каждый день хожу и собираю вот эти желтенькие цветочки. Потому что когда они начнут превращаться в белые, как сказать, в белые шары и как парашютисты разлетятся семена во все стороны, у меня здесь будет море таких желтых цветов, с которыми потом справиться очень и очень трудно, если хочешь иметь, ну, на участке траву. Наша не ахти какая, потому что у нас и так сорняков много, но я побаиваюсь прыскать эту траву гербицидом, потому что можно ее попрыскать, и тогда останется трава, сорняки выпадут. Но у меня есть фруктовые деревья, и у меня на участке также огород. И поэтому я побаиваюсь такой процедуры. Правильно ли я делаю? Напишите в комментариях, кто огородник. Но мне почему-то кажется, что то, что в грунте, то оно потом с грунтовыми водами также передастся мне и под деревья, и под кусты плодовые, и ягодные, и также на участок. А кушать для того мы стараемся выращивать на участке, чтобы это было без химии. Например, есть потом эти гербициды из того, что у тебя собственного участка, мне тоже не очень хочется. Поэтому приходится каждый день ходить с лопаткой и вот эти желтенькие цветочки выбирать, чтобы потом они не рассеивались. Конечно же, от соседа они тоже пойдут у меня, но все равно это не будет уже столько, сколько было бы, если бы они сами здесь вот так вот размножались. Поэтому каждый день зарядка с ведерком и с лопаткой, и я их тут искореняю в полном смысле этого слова.